Ну что, я обещал, если наберем 1000 лайков, то я буду топить смартфон, хотя у него нет официальной защиты от влаги. Соответственно, топлю. Насколько он долго выживет, это вопрос дня. Запись включена. Топлю так же, как Samsung, допустим, какой-нибудь защиты от влаги. У него официально ее нет, но есть вот эта вот штука, что вы сможете под водой а-ля нажимать. Вот у меня не нажимается она. Может быть, имеется в виду, что он может быть влажный, и вы можете нажимать, и он будет реагировать. В общем, в целом и частности вы увидели, как данный смарт может реагировать на воду. Погиб или нет, повторяюсь, увидите в моей телеге, надо подождать. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры на очень интересные девайсы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о смартфоне под названием OnePlus Ace 2 Pro. И этот смартфон нереально классный. Почему? Не потому, что у него в характеристиках Snapdragon Gen 2, в принципе, последний процессор. Не потому, что у него, разумеется, русский язык на борту, без проблем, все Google сервисы тоже из коробки. Не потому, что у него комплект просто царский и заряжается он за 17 минут от 0 до сотки. Даже не поэтому. А потому, что его дооптимизировали. У него просто великолепный стаб на 4К 60 FPS на основной камере. Я несколько раз за ролик вам повторю, что я его сравнивал с ZTE-шным Z50S Pro Nubia, который является по-настоящему камерафоном. Посмотрите на лайв-канале, есть сравнение. Сегодня я сравню его для вас с iPhone 11, чтобы вы увидели, что все-таки вперед андроиды во многих вопросах ушли. Ну, исключая фронталку. Максимум здесь нет 8К у основной камеры. Возможно, они это дело докинут. Но, как мне правильно народ пишет в комментариях, что Саня, тебе нужно эти 8К, у кого телевизоры 8К в наше время поддерживают. Я с ними согласен, мы снимаем 1080p или 30 FPS, если нам что-то нужно показать друзьям, а 4К 30 FPS и 60 FPS это уже для контента. К слову, данный смартфон, странно, но не имеет официальную защиту от влаги. Вначале вы увидели, что я его топил, потому что у меня на лайв-канале ролик, посвященный этому смартфону, у меня их аж 3. Один тест в играх, второй это тест одним кадром, когда я хожу и снимаю на основную камеру, чтобы вы видели стабилизацию, как он работает со светом, экспозицией и всем остальным, и как у него работают микрофоны в не очень хороших сценариях использования. Обстановка не всегда благоволит. И третий ролик — это сравнение с ZTE Nubia по камере. Так вот, в одном из этих роликов, где я обещал его потопить, я его потопил, вы увидели это в начале. Защиты от влаги у него официальной нет, но есть функция работы под проливным дождем. Логично, что они просто не стали его сертифицировать по двум причинам. Первое, это, разумеется, нужно заплатить за сертификацию. И второе, нужно будет потом людей, которые будут их топить в ванной, ловить и менять им смартфоны. Они этого делать не хотят. Чего здесь нет? Здесь нет мини-джека, здесь нет возможности расширить картой памяти, здесь нет eSIM, и здесь есть инфракрасный порт. Внешне мне смартфон нравится, так же, как нравится его расцветка. Расцветок, как я знаю, две. И спойлер, он у меня не заблокировался. То есть, если у меня был OnePlus Ace 2V с симкой, который предназначался для Китая, на Алиэкспрессе его не продавали. Этот продают на Алиэкспрессе, я им уже попользовался, и вроде бы все хорошо. Здесь нет телевика, а здесь есть неплохой ультраширик, и по большому счету, кроме основной камеры, здесь все затычки. Но так классно оптимизирован под игры, без сброса яркости в течение часа, с 90 FPS в PUBG не был ни один OnePlus. То есть вообще, мне кажется, ни один смартфон так классно не вывозил. Кстати, по-моему, 1080p 60 FPS. Можете на лайв-канале проверить. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной красной коробке в минималистичном стиле для OnePlus, как всегда. Пакинг обыкновенный. В комплекте мы имеем неплохой силиконовый чехол, краткое руководство, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, адаптер питания на 150 Вт, фирменный кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Карту памяти, разумеется, запихать нельзя. Русский язык на борту, и, к слову, у меня китайская версия данного смартфона. Об этом я вам напомню раз 300 за ролик. Но русский, разумеется, здесь есть. Гуглы предустановлены. Габариты смартфона 163 на 74 на 9 мм, а вес 211 граммов. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий.
любому видео ежемесячно. Пишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. И не забудьте, что еще разыгрывается Honor Magic 5 Ultimate. Условия по ролику в описании. Перейдем же к смартфону. Полетели. Приобрести Smart OnePlus Ace 2 Pro можно в серой и зеленой расцветке. Смартфон выглядит практически так же, как и большинство новых устройств от OnePlus. Данный дизайн впервые мы увидели в модели OnePlus 11. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамки пластиковые. Качество материалов хорошее, как и сборка. Смартфон в руке лежит комфортно, а пользоваться одной рукой удобно. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, далее есть два микрофона, механические переключатели режимов звука, все стандартно, как у их флагманов, и динамики. Звучание здесь, разумеется, стерео, качество звука хорошее, громкости достаточно. Smart поддерживает Dolby Atmos, в настройках можно выбрать профиль сценария или профиль среды. Кастомного эквалайзера в стоке нет, Bluetooth кодеков на борту достаточно, на экране вы можете видеть список поддерживаемых кодеков. ИК-порт в наличии, а вот мини-джека не завезли, как и официальную защиту от влаги и пыли. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, сенсорный отклик OH-Haptics с полноценной настройкой также на борту, притом здесь вибромоторчик сделали на 30% больше. Я вам скажу, что хруст вообще волшебный, то есть лучшего вибро я не встречал и вряд ли встречу в ближайший, наверное, год, только может быть у самих же OnePlus. Смартфон оснащен AMOLED дисплеем на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей и закругленными краями. Подбородок в наличии, но небольшой, поддержка HDR10+ на борту, цветовой охват 100% DCI-P3, плотность пикселей 450 ppi, что, конечно, хорошо, но как читалку его использовать можно, но не суперкомфортно. Суперкомфортно начинается от плотности пикселей в 500 ppi и выше. Яркость 1600 нит, при прямом попадании света на экран яркости достаточно, запас яркости есть. Но это пиковая яркость 1600 нит, а вот максимальной яркости здесь чуть-чуть меньше даже, чем Poco F5 Pro. Адаптивная регулировка яркости работает корректно, ко всему есть адаптация цвета к окружающему освещению, режим комфорта для глаз, улучшение цвета видео, улучшение резкости и другие различные функции и технологии. Большинство из них, правда, работает только в китайских программах, которыми вы пользоваться не будете. Частота обновления экрана 120 Гц, автоматический режим тоже в настройках, можно выбрать меньшую герцовку, чтобы смартфон меньше ел заряда. Тест на частоту и дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, результат средний, в играх сенсорный отклик показал себя достойным, на лайв-канале есть тест данного устройства в Твиче, записанный. В течение часа я его гонял в играх, можете посмотреть, как сбрасывалась FPS, яркость спойлер не сбрасывал, и он не грелся, к слову. То есть посмотреть можете только, чтобы подтвердить мои слова, и все. А так всю информацию я уже вам дал, которую вы можете подчеркнуть из того ролика. Мультитач на борту, и на 10 касаний экран откликается хорошо, показатели шима не радуют, шим поднимается до 36%. Это не критично, это не сотка, как у Samsung, но тоже неприятно. Always on Display в наличии, разумеется, полноценный. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев отрабатывает хорошо и быстро, завести можно до 5 отпечатков, ко всему один и тот же отпечаток завести нельзя, за что им отдельный плюсик. Распознавание лица срабатывает великолепно, даже под углом, очень быстро, и внести биометрические данные можно только одного лица. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, без всяких там разгонов, с техпроцессором 4 нанометра, с 8 ядрами, максимальная частота у него 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 740, интерфейс ColorOS версии 13.1 на базе Android 13 версии. Система работает отлично, оптимизация хорошая, в этом плане претензий к нему нет. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12, 16 и даже 24 гигабайта. Как у меня в одном из комментариев к ролику, где я его сравнивал по съемке с ZTE Nubia Z50S Pro, человек написал, что у него максимальная конфигурация стоит столько же, сколько и ZTE. Только он, наверное, не обратил внимания, что здесь 24 гигабайта оперативы. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256, 512 гигабайт или 1 терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка с 5G сетей, что актуально не для многих. Для 4G сети есть 7 бенд на борту, а вот 20 отсутствует, как и бенд 79 для 5G. Поддержки eSIM нет, во всяком случае в китайской версии смартфона, может быть в глобалке и будет. Датчик приближения не подводил, отрабатывает он корректно. Запись разговоров в стоке есть, Bluetooth версии 5.1
NFC смартфон поддерживает. На данный момент можно установить MirPay для оплаты NFC модулем. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Galileo, Beidou и QZSS. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке OnePlus Ace 2 выдал 8 часов 42 минуты, а Work Performance всего 11 тысяч. ZTE, кстати, с тем же процем выбил 19 тысяч. Так что здесь OnePlus не очень молодец, потому что Work Performance PC-марки это то же самое, что FureMark для компьютеров. И контора одна и та же делает. Тест я проводил при 100% яркости с частотой обновления экрана 120 Гц. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 150 Вт, а вот беспроводной зарядки нет, как и нет реверсивной зарядки, разумеется. Заряжается смартфон от 0 до сотки за 17 минут. MHL отсутствует. В играх с одновременным стримингом на Твиче уходит в среднем 20%. За час просмотра видео на YouTube в среднем уходит 8% заряда. В играх он показал себя отлично, не перегревался, не сбрасывал яркость, играть было комфортно. Конечно, микрофризы встречались, но довольно редко. Genshin Impact запускается за 23 секунды. И перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит он со следующими результатами. 361 гипс минимально, максимально 438, в среднем 382 гипса на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6, сколько он выбивает, вы видите. В Antutu он выдал результат в 1 593 000 баллов. Говорят, что если версия на 24 гигабайта оперативы, он выбивает 1,7 миллиона. Всего он, кстати, потратил 2% заряда на тест. Это нереально круто. Storage тест показал не лучший результат для этого типа памяти, я бы даже сказал худший. Такое ощущение, что они что-то среднее запихали. 120 тысяч. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основной сенсор Sony IMX890 на 50 мегапикселей со светосилой 1.8, автофокусировкой и оптической стабилизацией. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя. Оптического зума нет, как и аудиозума. Телевика тоже нет. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 FPS, нет 120 FPS и нет запаса в 8К, что очень странно. Двойная стабилизация видео, а именно оптическая плюс цифровая, работает только в 1080p. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. И здесь вряд ли допилят, как допилили у Oppo Find X6 Pro, что появится 4К 30 FPS, которые там и не являются 4К в фронталке у Oppo Find X6 Pro. Имеется достаточно различных режимов и вспомогательных функций для фото и видеосъемки. Я сравнивал камеры данного смарта с камерами ZTE Nubia Z50S Pro. Напоминаю, на лайв-канале можете посмотреть данный ролик. Фронталка, как по мне, лучше у OnePlus, а вот основной сенсор лучше у ZTE. Но со стабилизацией у ZTE все плохо, либо какой-то космический кроп, если ты включаешь прям стаб усиленный. В этом плане S2 Pro корректнее справляется. Сверхширик, опять же, лучше у ZTE, но не стабилизация в нем. В этот раз я сравниваю S2 Pro с iPhone, притом древненьким, но здесь уже и так все понятно. Короткие примеры вы сейчас увидите. Ну что же, 4К 60 FPS, древний iPhone 11 против великолепного и ужасного нашего смартфона под названием OnePlus Ace 2 Pro, который у меня, к слову, уже неделю не блочится, ура. Хотя я использую симку вне региона Китай, как вы заметили. Хотя, может быть, вы и не заметили. В целом, смарт снимает стабильно, неплохо. Я уже сравнивал с ZTE. ZTE я сравнивал с iPhone 14 Pro Max. А этот был у меня соблазн сначала сравнить с Poco F3. Но с другой стороны, мы же хотим понять, как далеко ушел Android. И вот как далеко он ушел, вы видите сейчас, правильно? Лучшей характеристики того, как он ушел, далеко нет. Ну и немного ультраширика. 4К 60 FPS у iPhone, 1080p у OnePlus. С облаками и там в порядке. С темняниями и там в порядке. Не знаю. В целом, на маленьких экранах ультраширики выглядят оба нормально. Ну что же, максимально неприятные условия. 4К 60 FPS рядом с дорогой. И вы видите, как работают два смартфона. Слышите, как отрабатывают их микрофоны. И насколько хорошо с рассеянным светом может это все дело работать. По мне, неплохо у обоих. Но мы помним, да, сколько iPhone 11 лет. И он бэушный, то есть у него сенсор прям очень печально выглядит. Безумно печально. Еще немного фронталки, те же условия. Проверка роллинг-шаттера. Облака. Ну их и не видно.
цвет кожи правильный у яблока. Во всяком случае, сейчас я так вижу, но не факт. Но камера, конечно, тоже затерта капитально. Продолжаем мучить смартфоны, сравниваем, как они будут отрабатывать в лифте. И, к слову, я придумал новый вид извращения. Я пытаюсь смарт прогнать на 100 потоках при уже не 60 минутах, а 120. И я вам скажу, OnePlus это делать отказывается. Ну, опять же, я с него попытался начать все это дело. Насколько хорошо они отрабатывают в лифте? Они не должны хорошо отрабатывать. Вы сейчас видите, насколько целесообразно вам будет менять смартфон, допустим, с iPhone 11. Я думаю, целесообразно, потому что у вас аккумулятор уже беда. Но у OnePlus в этом смысле по PC-марковскому тесту все хорошо. Хотя, опять же, в Z50S, когда я их сравнивал по работе камеры, они ели одинаково. То есть OnePlus съел 9% за полтора часа теста, а Z получается 8%. А нет, 10, на процент больше. Ну и ночные мучения. Долго фронталку мы ночью мучить не будем, потому что это все бесполезно. Ничего хорошего из этого не выйдет. Как вы видите, яблоко вообще ничего не видит. А OnePlus что-то видит за счет того, что и снимает. Что я сейчас в кружочке, у меня, собственно, экран подсвечивает лицо. Хоть как-то, но снимает, как говорится. Если зайти в место, где есть какое-то освещение, будет вот так. Ну и ночная съемка с основной камеры 4К 60 FPS. Не хочу я 30 FPS тестировать. Вряд ли кто-то будет, кто снимает ночью, переключать на низкий FPS для того, чтобы у него картинка была поярче. Хотя это и разумно, но что-то я сомневаюсь. Напишите, вы так делаете или нет. Хотя вы, скорее всего, делаете. Облака видны и там, но, разумеется, лучше на OnePlus. По движению сами видите, что больше трясется, у кого больше угол. Ну и, опять же, сравниваю устройства, несравнимые по цене и по году выпуска, да? Тестов мало не бывает. Бывают люди, которым камеры не нужны. Но согласитесь, что если вы досмотрели до этого момента и не перемотали на резюмиру, вам все-таки в какой-то мере нужны камеры. Либо хотя бы для того, чтобы сказать, что вообще зачем столько примеров фото и видео. Вот, наверное, для того, чтобы примерно понимать, что старый смартфон — это все-таки старый смартфон. Я уверен, что iPhone 11, когда у него было все хорошо с линзой, с этой, снимал получше. Хотя и сейчас снимает неплохо. Посмотрите, как надпись снимает OnePlus и как снимает яблоко. И буквально 10 секунд съемки в магазине. Вот так сможете полки снимать. И здесь почетче все у OnePlus, разумеется. Намного четче. Два абсолютно житейских снимка. На iPhone 11 по нему информации нет. И на основной модуль 35 мм, ISO 64 и апертура 1.8 у OnePlus. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, если приблизить по детализации. Мне, разумеется, больше импонирует OnePlus, но тени лучше вытягивает iPhone, несмотря на это. Здесь по цветам чуть-чуть более правильная, по мне, картина. Несмотря на то, что смартфон старенький, допустим, яблоко, и все с ним не совсем хорошо физически, но он не особо сильно и проигрывает. То есть облака правильные все-таки на айфоне. Здесь по зелени, конечно, видно, что он сливает по полной программе. Переносимся здесь к ужасной фронталке. Здесь мы видим яблоко, разумеется, без каких-то опознавательных знаков, кроме расширения файла. И фронталка у OnePlus. ISO-шка здесь 50, апертура 2.4. И я вам скажу, что довольно сильно OnePlus сливает по этому модулю, и нужно четко всегда помнить, что если вам нужна фронталка, это среднебюджетные Samsung, дешевые Pixel 6a, 7a, ну хотя там тоже фронталка не особо. Ну, скорее это Samsung и яблоки. Все остальное, оно будет выглядеть ничего так, но очень далеко от того, что хотелось бы иметь в 2023 году на флагманском смартфоне, потому что сливает смарт в деталях по полной программе. Всегда можно смотреть по волосам, и если одинаково зумировать, то здесь деталей в разы больше. Хотя, опять же, OnePlus ощущается фотографии неплохо. И здесь у нас очередная битва мини. Почему? Потому что это фронтальная камера и портретный режим, очки, но
мы опять же увеличиваем бороду и видим, что, ну, сливает. OnePlus сливает, притом по полной программе. Если говорить о границе, допустим, волос, вы видите, как вырезал OnePlus, и мы видим, как вырезал iPhone. По мне, iPhone вырезал чуть-чуть помягче все-таки, поприятнее. Если говорить о цвете кожи, все-таки ближе iPhone. Если говорить про детали, то же самое, по фронталке он сливает. Так, следующее фото ночью. Первое, как говорит часто Валентин, вот мне показывают анализ фотографий, это один из администраторов в моей группе, и говорит, я вижу абсолютно другое в ролик. Так вот, чтобы вы видели то же самое, что и я, допустим, здесь просто космос детальности у OnePlus ночная и нулевая детальность у айфона, при том, что я стоял, никуда не двигался, и по идее все должно было быть хорошо. Что здесь? Первое, у яблока, понятно, даже если брать неудачные фотографии, вот это вот освещение неправильное, то есть здесь были вот такие желтые тона, прям желтые-желтые. Про детальность здесь даже нечего говорить, то есть у нас здесь полное размытие, и, повторяюсь, это все было без движения, да, без штатива. И третье, любые фотографии, которые вам, если вы смартфон выбираете под фото, обязательно приобретайте себе хороший монитор не за 15 тысяч рублей. Оценивайтесь фотографии по исходникам. Можете у меня скачать в моей личной телеге, выбрать исходники, либо еще у кого-то. Все, кто покупают смартфоны и кто ими интересуется, они вам нафотографируют 1000 фотографий в различных условиях, и вы сможете это все дело оценить. Как что выкрутил Ace 2 Pro, это апертура 1.8 и ISO аж 10 тысяч. И основное для меня тоже чуть ли не самая приятная вещь, когда ты сравниваешь фотографии из магазинов. Апертура здесь 1.8, ISO 64, у яблока все и так видно. И по детальности здесь, конечно, невооруженным взглядом видно, что OnePlus разделывает бедный сенсор от Apple старенький по полной программе. По всему остальному, ну вот это не смотрибельная, конечно, фотография, она смотрибельна только вот в таком, наверное, размере. Эту фотографию можно кропать и радоваться тому, что вы можете рассмотреть там какие-нибудь ценники. Здесь, хотя они не видны, кстати. Но, во всяком случае, упаковочки можно четко увидеть, что где продается. Ну и последний пример. Напоминаю, что, по моему мнению, вот здесь слева единственный у нас яблочный смартфон, а справа уже есть 2 Pro в этом примере. У всех глаза разные, абсолютно разное восприятие цветов и всего остального, и я четко понимаю, что то, что нравится мне, может не нравиться вам. Но здесь по детальности, мне кажется, сравнивать, опять же, не особо логично. Можно посмотреть на любой участок фотографии и сделать вывод, что здесь там надпись, здесь надпись. Все максимально хорошо у OnePlus. У яблока все максимально неплохо, учитывая, сколько ему лет. То есть вам нет смысла менять, если вам нужны суперчеткие фотографии, да. Но опять же, я смотрю на откалиброванном мониторе для дизайнеров, а вы вполне возможно будете, если смотреть на мониторе за 10 тысяч рублей, вы даже, может быть, и разницы не увидите в этих фотографиях. Легко. По цветам все в цвет. Здесь у нас размыто, но опять же мы делаем вот так, а у нас уже все плюс-минус одинаково, правильно? Особо мы не видим разницы. Основа 4К 60 FPS максимум, пока 8К нет, но сенсор говорит о том, что он молодец. Так, смотрим. X3, X10 максимум. Ну, в целом неплохо. Надо смотреть на большом экране. Разворачивать камеру на Samsung'ах нельзя, но на паузу можно ставить и фотографировать можно. Фронталка в лучших традициях пофигизма OnePlus 1080p, и еще и автоулучшалка стоит, но сейчас я ее отключу. Ну вот она, натуральность. Натуральность получше, кстати, выглядит по мне, но вот эта вот фронталка очень сильно похожа, знаете, на что? На Nubia. Вот на Z, которая 50S Pro, на канале уже обзор. 4К 60 FPS, AI, разумеется, не включается одновременно со съемкой. В 4К 60 FPS AI режим искусственного интеллекта включается только в 1080p, по-моему. И вот так вы сможете себя снимать. Вот так у вас будут работать микрофоны, если вы решите это делать в лифте с довольно плохим освещением. Итак, в лифте у вас будет отрабатывать фронталка. Как всегда у BBK. Но я думаю, в 2033 году они вспомнят о 4К. В Oppo Find X6 Pro же вспомнили.
4К 60 FPS, я выполз из тьмы, в 7 утра встал, 3 обзора сделал, 2 часа ночи встал из-за стола, и после рассказа про видео вы видите 4К 60 FPS, ночь, съемка с одной руки, с байка. И вот так примерно будет снимать OnePlus, который я уже гонял миром, показал он себя в Твиче великолепно. 1080p 60 FPS он не вывозил, как писал Twitch, он вывозил, по-моему, 860p, но картинка была классная, звук был довольно хороший, и сейчас, что он может ночью, напоминаю, что это единственный его, так сказать, нормальный флагманский мод. То есть у него все модули ультраширик, в принципе, неплохой, но только основной ширик нормально, а все остальное так себе. Давайте на ультраширик, наверное, тоже примерно будет. Это 4К 60 разрешение, и очень сильный ветер. Так, ну ультраширик здесь и правда позорненький, потому что даже разрешение максимальное 1080p 30 fps. Это безумно скромно, чтобы вы понимали, какой там iPhone 11, по-моему, уже имел 4К 60 fps на ультраширике. То есть, если что-то делать с модулями, то делать это хорошо, и чтобы все модули были плюс-минус одинаковые, хотя бы по разрешению. Ладно, там еще что-то не добавляет. Но так в целом вы сможете снимать ночью, плохой вариант развития событий. Картинка ужасная, я понимаю, что таким образом я получил ролик красиво, но и вот так вас может снимать микроскопия фронталка. Здесь фокусное расстояние довольно маленькое, маленький угол. И мне приходится очень легко держать смартфон до конца. Так, разумеется, лучше не делать, но вот так, без желания, я не знаю, какое оно может быть. Трезвый человек, не трезвым за руль лучше не садиться, вы сможете себя снимать. К 60 FPS, так, ловим луч зеленый, он должен быть зеленый, если что. Я не знаю, как будет на картинке, потому что сейчас все плохо. Сейчас он желтый. Вот здесь вроде бы зеленый. Шумов море, основной модуль, 4К 60 FPS. И лучше бы это было 4К 30 FPS. Сейчас мы попробуем. И вот оно, 4К 30 FPS. Я не вижу особой разницы. Время. И вот так вы сможете снимать ночью где-нибудь в тепле. 4К 60 FPS, съемка с двух рук, OnePlus Ace 2 Pro. И вот так сможет снимать смартфон. Только сейчас прочитал один из комментариев интересных под роликом, что зачем так много примеров съемки. Друзья, ну вы можете раз их не смотреть, разумеется, два. Мы помним, что чуть ли не, наверное, 50% стоимости уходит в эту штуку. Нравится мне эта камера. Пусть основной модуль один только хороший, но а вот фронталка не будет далеко от лица. Все, кто планирует стать блогером, который обозревает машины, вот так вы сможете на OnePlus снимать, допустим, салон, кнопки новой BMW. Если такое интересно, ставим лайк и пишем, потому что машин здесь хватает более чем. Ну и 4К 60 FPS всем фудблогерам посвящается. Это, кстати, в пакете дело. Вот так вы сможете снимать еду в Ikea. Немного фронталки в Ikea, совсем чуть-чуть. И немного 4К 60 FPS тоже в Ikea. Ультраширик только 1080p.
Печально. Минусы: нет защиты от влаги, нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD, нет 20-го бенда. Показатели шима вовсе не радуют, нет беспроводной зарядки, все так же плохая фронталка и может быть заблокирован, потому что 2V они блокировали. Но об этом я вам в конце расскажу. У меня не заблочился смартфон, чему я несказанно рад. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что 10T, об этом я тоже вам еще раз напомню, был в китайской версии, все думали, что в глобале не появится, появился еще и по цене ниже, чем китайская версия. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. За лайк и колокольчик отдельное спасибо, кому не сложно, их проставьте. Каждый день обзоры выпускаем уже 5 лет. Ну и резюмировать я бы хотел традиционно на камеру смартфона. 4К 60 FPS, основной модуль. Давайте поступательно. Первое, по поводу начала. Вначале я его топил, умер он или нет, вы сможете узнать в моей телеге лично. Я вам напишу, потому что нужно каким-то образом нам коммуницировать. Второй момент, по поводу блокировки. Когда я говорю, что OnePlus Ace 2 Pro блокироваться не будет, и на Алиэкспрессе он продается, и продавец мне обещал, что он не будет заблокирован, я хочу отметить маленькую неприятную вещь для меня и для вас. Этот смартфон не был у меня все еще заблокирован больше недели в использовании, но продавец мне почему-то вчера написал и спросил: у вас все хорошо, его точно не заблокировали? То есть сам продавец не уверен в том, что его не будут блокировать, потому что в принципе он уточняет, наверное, так как не хочет, чтобы это была его проблема в нескором будущем. В скором будущем он как-то готов, может быть, к возврату и всему остальному. Проще говоря, если у меня будет блокировка, это будет его проблема. Я через Алишку либо смогу добиться возврата, либо еще чего-то. Надо ли вам это? Думаю, нет. Теперь переходим плавно к вопросу, а что если? А что если этот смарт выйдет на глобалку? Так вот, если он выйдет на глобальный рынок так же, как OnePlus 10T, кстати, он все еще используется на моем канале, вы видите каждый ролик в подсъеме моего телеграм-канала скидок, именно OnePlus 10T. Его используем мы также и для тестов. Так вот, если выйдет OnePlus Ace 2 Pro на глобальный рынок, это будет просто бомба. Это нереально классно оптимизированный смартфон. Здесь не лучшая камера, вопросов нет. Здесь, наверное, не лучшие характеристики в плане официальной защиты от влаги нет, мини-джека нет и каких-то таких штук из разряда, а вот если бы они как Huawei карты памяти туда позволили хотя бы свои запихивать, было бы круто. Но кто еще нам не из игровых смартфонов предлагает 24 гигабайта оперативной памяти? Это какой запас же? На сколько лет? На 5? То есть этот смартфон это круче, чем некоторые ноутбуки, которые продаются, притом в долларовом эквиваленте его стоимость значительно ниже. Если говорить об основной камере, мне не нравится вот этот эффект дымки. Да, с ним проблема. Но первое, возможно, его допилят. Второе, если кто знает, как краситься это вообще все без проблем. И самое главное, стабилизация здесь работает волшебно, практически без кропа. Фотографии я делал на него море, притом практически все в движении, в отличие от нубиевской ZTE, он у меня не перегревался, и в режиме фото даже на жаре в течение часа он у меня не белил снимок. Можете посмотреть, повторяюсь, на Nubio обзор. Если говорить о его игровых качествах, я не люблю экраны водопада, но здесь было удобно. По поводу комплекта, они все еще верны себе. У вас здесь и зарядка, которая за 17 минут его заряжает полностью. И защитная пленка, которая с нормальным олеофобным покрытием. И чехол, притом приличный. Ничего химии не пахнет. И переключатель режимов звука. В целом, если смотреть на все OnePlus, которые я последнее время тестировал, почему я про этот говорю, наконец-то, топ за свои деньги. Потому что он и правда, наконец-то, в моих сценариях использования, как вы говорите, я не играю, я тестировал его в играх, я не смотрю там ролики, мне не нужен какой-то яркий экран, ну мне нужен, я не снимаю на камеру в 4К, мне это не надо, я снимаю, то есть мои сценарии использования, он отрабатывал отлично, связь держал великолепно, динамики у него хорошие, микрофоны то же самое. Но если, опять же, все это вам не надо, то вам нужен смартфон за 1012. Вам точно не нужен такой смарт. Если вы рассматриваете флагманы, камерафонов лучше, я знаю больше. Насчет игр, я вам скажу прямо, что я не знаю Android устройств, которые настолько же стабильно на Snapdragon Gen 2 справлялись со всеми игрушками, в которых я тестировал этот смартфон.
Я не знаю почему, потому что в PC-марке он вроде бы выдает не такие хорошие баллы, но оптимизация самой платформы под популярные игры, которые я использую, у него классная. Хотя повторяюсь, что мне импонируют больше прямые грани, а не водопад для игрушек. В целом, если вас девайс заинтересовал, надеюсь, что в каких-то магазинах он появится, вы сможете его пощупать. Обзоров будет все равно на него море. Советовать китайскую версию покупать я не могу по одной простой причине. Она реально может заблокироваться. То есть сегодня я поеду смартфон этот уже продавать перекупу, я уже договорился. И он четко знает, и его покупатели уже предупреждены, что этот смарт может окирпичиться. Есть ли возможность его потом разблокировать? Да, в 99% случаев, конечно же, потом что-то кто-то придумает. Пока блокировки нет. Пока все обещают, что блокироваться он не будет, но BBK себе уже, я бы сказал, испортила репутацию капитально и с Realme, и с OnePlus, для того, чтобы про них говорить опасненько и на тоненького все. То есть, если бы это был флагман без гипотетических проблем, я бы сейчас с загоревшими глазами просто вам говорил, бегите, покупайте, это просто будет нереально кайфовое устройство. Но так как я знаю, что с ним могут быть такого рода проблемы, я вам скажу, подумайте 1000 раз, подождите глобалку. 10T, повторяюсь, глобалка вышла дешевле, чем китайская версия. И это было круто. И я думаю, с этим будет примерно такая же история. Тем более, скоро OnePlus 12 выйдет, и дальше уже под конец года мы будем Snapdragon Gen 3 смотреть. Но, как правильно говорят, можно каждый раз новую какую-то железку ждать, потому что они при любом раскладе обновляются. К слову, все-таки за 5 лет того, как люди делают смартфоны, смарты ушли далеко-далеко вперед. Это Mate 10 Pro, я специально его купил, чтобы поделать фотографии, поиграть в Twitch, PUBG и подобное, и заодно посмотреть, сколько это дело будет выбивать современных Antutu и всем остальном. Здесь 250 тысяч, в этом смартфоне 1 700 000 с максимальной комплектацией. То есть все-таки техника движется вперед маленькими поступательными шажками, но что такое с другой стороны 5 лет? Девайсу от меня, если не брать, что это китайский вариант, однозначно 100% да. Если брать, что это китайский вариант, то я бы на вашем месте однозначно бы не покупал это дело и ждал бы либо глобалки, либо, опять же, скоро 13T, 13T Pro у Xiaomi выйдет, и еще много всего интересного. А если у вас совсем много денег, и вам все равно, почему не купить последние яблоки, правильно? Добра и удачи вам, дорогие!